Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 марта. Начало весны, мои дорогие, поэтому это как обновление, приток новых энергий, вдохновения и хорошее настроение. Давайте узнаем, что нам подскажут карты на этот период, на 10 дней, каковы события будущего, что нас ждет. И я не решила немножко видоизменить наш прогноз. Мы достанем также 4 карты из колоды Ленорман. Это будут означать как события, которые могут произойти теоретически. Конечно, в любом случае остаемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но если мы говорим о событиях, то есть это та ситуация, с которыми мы можем столкнуться, или то, что это влияет на вашу жизнь в эти 10 дней, а на колоде Таро мы проясним, к чему это все идет. Итак, пока 4 карты. События ближайшего будущего. События ближайших дней. И вот эти события, как они продолжат развиваться. Или хотя бы фарватер. Что изменит, может быть, вашу жизнь, ваши планы. Что ждет, как продолжение. И мы достанем по 2 карты. Какое продолжение следует? К чему все идет? Что будет продолжено? Итак, события будущего. Достанем карту как неожиданность, или, может быть, это как какая-то тайна, которая у вас открывается, или правда, когда бывает и глаза наши словно открываются, мы видим по-другому обстоятельства жизни, хотя до этого нам, может быть, мешали эмоции увидеть, или буквально какой-то документ, получение извещения какого-либо. Дальше мы достанем по 2 направлениям, сферам жизни. Это как ваши достижения или ваша работа, вопросы денег, сфера личной жизни, личных отношений. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, какие ориентиры нам дает карта Ленорман, карта тучи. И словно делится на 2 части эта карта. Есть и облако, есть уже и грозовая туча. И карта хочет сказать, на тебя влияют, или, по крайней мере, на вас, в этот 10-дневный период могут оказывать влияние обстоятельства. Это могут быть как в той местности, где вы проживаете. У кого-то это могут проходить как смена, может быть, на работе, смена руководителей. Или когда вам самим, если личное дело, нужно тоже обустроить, исходя из того, какой порядок существует вокруг вас. И карта будет говорить, что действительно тут будет что-то меняться. Туча – это не есть что-то постоянное. Но, видимо, на этот период жизни вы будете зависеть от тех обстоятельств, которые складываются извне. Но мы с вами проживаем в эпоху перемен. И правда, мы в какой бы стране вы ни находились и не смотрели мое видео, вы видите, что мироуклад, какой-то миропорядок тоже меняется. И, может быть, это не совсем для нас где-то ожидаемо, потому что мы где-то предполагали, будет иначе. Поэтому и вот такие эмоции у нас могут быть. Что-то нам нравится, что-то как грозовая туча. И тем не менее, вот с этого момента или воспользоваться тем, что мы имеем на данный период, или чем мы располагаем в данный момент, опять же, нам от этого нужно оттолкнуться. Ну, или правильно взаимодействовать с теми событиями или с теми новостями, которые вы получите в этот период. Что еще? Посмотрите, а для вас, тем не менее, мы можем где-то воспринимать с позиции наших собственных ощущений, но аркан звезды – это всегда продолжение следует. Вообще это будущее лет на 10-20, и, может быть, приходится и себя изменить, и концепцию своего труда, занятости, или по личному делу, бизнесу себя перестроить. Системы финансовые меняются, какие-то законы, возможно, будут или продолжат меняться, и на последующий период времени вам все это тоже придется учитывать. То, что вы задумали, оно будет так или иначе гармонично, или должно быть, по крайней мере, гармонично увязано с теми обстоятельствами жизни, в которых вы проживаете, или
те возможности, которые к вам будут приходить и в последующий период, лет на 10-20. Мы не можем тут просто оттолкнуться от того, что мы хотим осуществить. Нет, есть все же условности. И мы люди, мы живем среди людей, правда, и нам приходится часто учитывать положение в обществе. Может быть, вы находитесь в определенной местности, где вам, не получается что-то осуществить. И тогда надо рассматривать другие варианты. Тогда карты будут подсказывать, что у тебя тут ничего не изменится. Тебе нужно искать какой-то, как и новый подход, так и вообще какой-то новый ракурс брать. Часто по аркану звезды идут расстояния. И расстояние это не только по времени, как я сказала, лет 10-20, но иногда это карта о перемещениях или километраж, или другая местность. Может быть, понимать, что да, мир меняется, и мне нужно новую стратегию собственного бизнеса, или новую стратегию своего дела, или вот это благополучное время, может быть, надо продумать и строить карьеру, если вы работаете по найму. По этой карте проходит популярность, потому что, и поэтому для вас себя не поставить на второе место, а как раз-таки на первое. Это не значит отнюдь, что мы демонстрируем свое эго или настаиваем на своем видении дела, процесса или какой-то темы. Нет, тут именно какая-то траектория на последующий период жизни нами, может быть, уже на пару шагов вперед, должна быть продумана именно сегодня. А у кого-то это далекий переезд или, может быть, встреча, планируемая поездка. И вот эта гора, она должна быть преодолена, как словно эти тучи. То есть по аркану тучи то, как обстоятельства влияют на вас, но есть еще и от ваших последующих действий. Какая-то стратегия и тактика, когда вам нужно преодолеть определенное препятствие. И мы знаем, есть такая поговорка: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так может быть и вам потребуется какое-то определенное время и немалый срок для того, чтобы эту гору обойти. Все зависит от того, какие цели и намерения перед вами стоят. Но то, что не все будет складываться вот ровно, гладко, как какой-то светлый путь или широкое шоссе. Нет, есть еще какие-то холмы, как минимум гора, у каждого по-своему в преодолении, и значит, надо быть к этому готовы. Может быть, и в этот период что-то вроде бы и прояснилось на какой-то процент. И с одной стороны это дает новое вдохновение, новые возможности, вы уже видите. Но есть еще и какой-то пункт, который не преодолен. Еще он пока не решен. Тогда самое время уделить этому препятствию или какой-то невозможности, какому-то барьеру внимание. Нужно ли мне его преодолевать? А нужно ли это вообще этим заниматься? Или существует какой-то более другой короткий путь? И я вот это тоже не исключаю, потому что неоднозначно гора. Здесь, может быть, и стоит как взять ракурс в другом направлении. Вполне вероятно, потому что в другом направлении вы можете добиться большего успеха. Какие-то альтернативные возможности, мои дорогие. Но я могу сказать, что да, итоги, тем не менее, вы какие-то добрые подведете. По аркану рыбы, если мы про эти 10 дней, это получение денег, когда вы деньгами остаетесь довольны. Но все же я вижу, поскольку вам выпадает корабль, один из символов Меркурия, может быть, это препятствие вам, как не случайно, нам действительно жизнь иногда обустраивает некоторые ситуации, знаете, как повторение пройденного. Нам кажется, мы прошли какой-то этап, и мы словно от него застрахованы. А подобную ситуацию нам может еще раз судьба, Вселенная повторять, как экзамен на прочность, и рассмотреть что-то кардинально другое, или для себя выбрать другое направление. Если вы хотите, допустим, переехать, может быть, переехать вы и сумеете, но это какой-то альтернативный вариант, другая местность, или другое помещение, или жилое, строение, дом, квартира, все что угодно. Или вы ищете работу, например, вы ищете работу, как-то вот по-своему, и вы, может быть, специалист, эксперт в своей области, но тем не менее, здесь будет прогресс, он как будто даже, ведь эта карта рыбы, она как раз на достижение и на деньги больше нам говорит. Или, когда вы хотите переехать, опять же, рыбы, это символ сам по себе, рыб, это как две рыбы, плывущие в разные стороны. Поэтому, если у кого-то стоит вопрос такой, что я должен куда-то отправиться, или ваше личное дело, оно где-то находится не в вашей местности, а в другом месте, или вы хотите перемещаться или работать с командировками, вам этот образ жизни нравится, или вы хотите работать из любой точки мира. Вот эта одна карта будет рассказывать о новых перспективах, но их же нужно увидеть. А мы из-за этой горы, если мы буквально
уперлись в какую-то прежнюю стратегию, тактику. Это не можем осуществить. И наоборот, может быть, предварительно или карты нам хотят сказать, ты увидишь эти возможности, когда ты где-то по-другому пересмотришь некоторые свои позиции или с другого ракурса увидишь себя в новом деле, в новом творчестве. Или пусть творчество дело старое, но значит с каких-то все равно новых ориентиров. Для вас самое главное взять ориентир. Потому что если ориентир вот на эту гору, ничего кроме горы, что мы там увидим? Ничего. А здесь практически весь мир, горизонты. Вот расширять собственные горизонты, собственные кругозоры. И имеется в виду с учетом корабля, когда мы можем начать изучать языки, когда и это каким-то образом нам будет помогать зарабатывать деньги или осуществить свое намерение, желание, ведь корабль – это еще и символ исполнения нашей мечты. И значит, если у кого-то просто банально в эти 10 дней деньги задерживаются, к примеру, да, тучи первая карта, то вы их в конечном итоге все равно получаете. Сумеете вы какую-то свою денежную проблему, вопрос решить, мои дорогие. Может быть, это и поменять работу или найти работу. Но, тем не менее, вот эта гора, переложите этот тонкий нюанс на свою жизнь. К чему же все идет? Что будет дальше? Какая-то ситуация у вас должна точно проясниться или закончиться конфронтация. Да, от ваших приложенных усилий будет тоже кое-что зависеть, потому что если вы не настаиваете на своем, а по пятерке мечей это первая победа навсегда, хочется настоять на своем. Мы потом только понимаем, что мы пришли в никуда или зашли в тупик, и не было смысла что-то доказывать, и человек остался при своем мнении. Ну и мы вроде как потеряли, точнее, и силы, и энергию, и опять же времени, и толку никакого. Так вот, двойка чаш больше говорит на взаимодействие. Поэтому даже если вокруг вас еще тысячи неопределенностей или какие-то разные внутренние энергии, ваши сомнения, по пятерке мечей может быть. Здесь может быть и конфликт, и когда вы просто даже, как мелкая ссора, с кем-то не договорились. Но рядом посмотрите, какая прекрасная карта, которая говорит, ты через дипломатию все тучи разгонишь буквально, поэтому будьте дипломатами на взаимодействие какое-то, которое для вас приносит новые возможности. И это к чему все идет. Вы сами как будто выбираете путь. Либо по пятерке мечей первого победа, и нам будет казаться, да, что мы все высказали, что хотели, вроде как одержали победу. Мы потом только понимаем, что это не имело смысла. Или, может быть, продолжать в более таких добрых энергиях. Звезды, или мы говорим с вами, ну, как новые перспективы. Посмотрите, принцесса Пентакли – это карта учащегося или ученица, когда мы учимся чему-то новому, осваиваем новые, может быть, скиллы какие-то, новые навыки, учимся посредством, изучая как финансовую систему, поскольку у нас все-таки Пентакли, и мы ожидаем, что в мире у нас будут меняться, и да, многие моменты, когда взаиморасчеты могут пройти или проходить в будущем как-то по-новому. Мы для себя, может быть, изучаем новые возможности продолжения бизнеса, новые возможности работы, или мы ищем эти варианты, чтобы работать онлайн или работать из любой точки мира. По аркану звезды это хорошо проигрывается, так же, как новые технологии, эти технологии, искусственный интеллект, потому что звезды – это пространство, эфир, интернет. Все то, что мы связываем с новой цифровой эпохой как таковой. И хорошо, если кто-то этим владеет, но большинство, я, пожалуй, приду к выводу, что из нас не владеет или не в полной мере. Поэтому, думаю, учиться это всегда интересно. И эта сфера, точнее, она меняется едва ли не каждый день. Поэтому тут нет предела совершенству. Но мы можем и ничего не делать. Вот, кстати, обратите внимание, если пятерка, мы говорили первая победа или какая-то конфронтация, что мы потом получаем? Как есть будто взаимосвязь между тем, что происходит сейчас вокруг вас, или те обстоятельства вашей жизни, которые вам могут добавлять вот таких эмоций, да, непонятных. С одной стороны, вроде что-то и проясняется, и я уже могу, с другой стороны, еще какие-то грозовые тучи. Но, тем не менее, с вашей какой-то перспективой это имеет взаимосвязь. И поэтому, если мы будем кому-то что-то доказывать, нам будет казаться, что мы правы. А на самом деле это будет искаженное восприятие на дополнительный уже период времени. И мы можем застрять надолго, а восприятие должно быть конкретное.
Я вас хочу пригласить на свой сайт, и я опубликовала во вкладке «Сообщество», и одновременно на сайт можно перейти через описание к каналу. Последняя статья «Преломление реальности», там вот как раз об искаженном нашем восприятии. Вот этот период жизни, поскольку ретроградная Венера предшествовал еще и ретроградный Марс, когда мы на некотором стопоре находимся. И если по ретро-Венере это два направления, которые будут для нас наиболее актуальны, или по которым мы можем как раз разного рода эмоции испытывать, это вопросы финансов и личной жизни, взаимоотношения. Прочитайте статью, потому что я не буду на этом долго останавливаться. И для тех, кто ищет подсказки, я думаю, как раз подсказок будет больше. Вы для себя что-то сумеете обдумать, потому что у вас две карты, и мы можем словно пойти не туда или свернуть не туда, или просто как застрять в каком-то пункте в одном. Именно потому что мы видим проблему или события извне, которые оказывают на нас влияние в одном ракурсе, а по факту ситуация как-то иначе выглядит. Но вот и все две карты, посмотрите, на договоренности и на изучение. Даже если этот период нам кажется словно полный стопор, ничего не происходит или происходит, но совсем не в плюс для меня, нужно, значит, подумать, каким образом правильно взаимодействовать. И вот смотрите, аркан гора вроде бы, да, и к чему все идет. И опять же, либо нам может казаться, что мы вот в этой умеренности застряли, или когда ничего не происходит. И тогда аркан будет нам говорить тебе, если ты не сдаешь вот этот экзамен, пространство Вселенной, пока ты не сдашь экзамен, тебе будет повторять снова и снова. Вам нужно, правда, с чем-то разобраться, по крайней мере, в эту гору не смотреть. Посмотреть в какие-то более светлые промежутки, искать эти возможности как таковые. И тогда король чаш. Это ваша карта. Неважно, пусть меня смотрят девочки, женщины. Это могут быть и, конечно, партнерские отношения, которые вот как в гору какую-то уперлись. Кто знает, может быть, для кого-то это будет означать, ну, как-то перестраивай свои планы. Твое ожидание, оно не должно быть сверх всякой меры. Может быть, и есть смысл что-то проговорить или для вас, как возможности какие-то для себя новые рассмотреть. Но карта будет тогда говорить: оттолкнись от того, может быть, качества жизни, которое ты хочешь получить. И король чаш, даже для вас, мои дорогие девочки, но для мужчин это вообще ваши намерения и цели. Но вот если в целом для всех, это единственная карта в колоде, которая говорит о человеке, который умеет очень рационально соединить два направления, вот которые у нас сейчас по лунным узлам как раз и проигрывается. Первое – это чувство, это духовность, это какая-то цель. И у нас северный лунный узел находится в рыбах, и это вам где-то помогает. Но материализм у нас находится в знаке Девы, и это южный лунный узел, и это материализм. Так вот, материализм, возвышенное и земное, король чаш никогда не путает. Если сфера отношений мы говорим, да, или ваши какие-то планы, или то, что вы хотите осуществить, пусть это будет как ваша мечта. Оно не должно в вас погаснуть. Или оно не должно быть отложено на завтра. Вам нужно совместить с тем моментом реальным, в котором вы сейчас проживаете. И если стоят конкретно на кону, как вопросы взаимоотношений и вопросы денег, тогда деньги мы решаем рационально. А то, что касается наших любимых, близких, то тут самое время быть дипломатом, может быть, провести какие-то важные разговоры, проявить больше внимания, эмпатии, и тогда эти энергии вам помогают. Давайте посмотрим, что же, к чему все идет. То есть, опять же, обратите внимание, выбор и опять выбор. Но я понимаю, конечно, хоть и объединяет один знак зодиака, но все же мы все абсолютно разные. И кто-то выберет себя. И я не имею в виду эгоизм, хотя по Солнцу наше эго как раз проходит. Ну, давайте оттолкнемся от того, что Солнце – это выбор правильного направления. Или то, карта подсказывает, чем вы будете заниматься как минимум в ближайшие полгода или 8 месяцев. И карта звезды может говорить о том, что ты сейчас чем-то определяешься, а потом твое определение, ну, будет более такое четкое. Или, как знаете, уже четкая дорога вперед, когда ты знаешь,
чем ты хочешь заниматься или как ты хочешь обустроить новое качество жизни. Да, дальше уже более какой-то ровный путь. Но, наверное, до конца 2025 года. Вот как то основополагающее, чему вы отдадите предпочтение или какой вы выбор сделаете, это и будет означать ваше направление или жизненный ориентир, мои дорогие. Мы про ориентир говорили, и карта Солнца – это карта радости. Это карта, когда у нас наши мечты осуществляются, но мы можем так ничего и не предпринять, просто сидеть и ожидать того, что за нас, как Вселенная, пространство, сделает выбор. Или вдруг что-то изменится, или настанут добрые времена, или внешняя ситуация улучшится. Ну, наверное, не стоит этого ожидать, поэтому давайте будем реалистами. Да, будет улучшаться внешняя ситуация, но это ведь не значит, что сразу все вопросы наши как-то так растворятся или проблемы, правда? Все равно какие-то наши активные действия потребуются. И опять же, посмотрите, все карты делятся надвое. Пятерка чаш называется карта вытоптанного сада. С одной стороны, да, тут есть не все так потеряно, будем говорить. Есть и ростки, если разобраться, навести порядок в этом саду мы можем. И вполне вот эти растения продолжат свой рост, то есть мы можем этот сад реанимировать. Но сама по себе карта, когда есть бездействие, или когда мы ждем, как же это все, вот эти цветы, да, может быть, сами как-то воспрянут духом, а есть совершенно полярная энергия Солнца, когда мы берем ответственность за самого себя или саму себя и готовы к активным действиям. И вот эта карта благополучия рыбы, карта исполнения наших желаний. Неважно, что тут у вас, переезд, или построение бизнеса, или построение карьеры, или, может быть, любовь, и в связи с личной историей куда-то переезд, или вы хотите осуществить свою мечту. Сами по себе добрые перемены у вас на кону. Выбор только за вами. Да, действительно, и аркан мир выпадает в неожиданностях, возможности нам говорят, не упусти. Да, в итоге вы вот-вот будете какие-то подводить. Но у каждого из вас будут разные итоги в зависимости от того направления, которое вы выберете. Вот выбирайте, мои дорогие, вам налево или вам направо. Я даже ничего не говорю. Все то, что я уже сказала, переложите на себя. Но мир – это мир, гармония, возможности, опять же. И как переезд, как и рост вашей популярности – как нет ничего невозможного, в принципе, нам говорит этот старший аркан. Это когда мы можем быть счастливы. Но это не происходит само по себе. Опять же, это зависит от нас. Если мы смотрим в эту гору, так мы и мира не видим. Мы и горизонтов не видим. Не думать, что само что-то произойдет без какой-то очень важной цели. Мы тогда идем как в потемках. Мы не знаем, куда мы идем и чего мы в конечном итоге хотим достичь. Итак, сфера достижений. Вот с нами могут спорить, нам может что-то не нравиться, а как будто карта говорит, нет смысла что-то доказывать, нет смысла. Вот, наверное, изначально, и у нас первая карта тучи, как будто с этого начинается. Либо мы с кем-то договариваемся, либо мы устраиваем конфронтацию. И если мы не подведем к какому-то единому балансу, это может карта символизировать, это как наше состояние, мы зашли в тупик. Одна часть нас призывает к чему-то, а вторая противится словно. И выбор-то нужно делать в сторону реальности. Вот то, что для вас греет душу, или то, чем вам хочется заниматься, вам нужно выбрать. И даже если вы на какой-то период не видите вот прямо сейчас, как мне действовать, это не значит, что вы не можете это осуществить. Это лишь значит, что нужно рассмотреть разные варианты и разные позиции. И быть готовым к тому, что договариваться придется. Может быть, это по части у кого-то и личной жизни, или, может быть, это еще и по работе от вашей дипломатии. Буквально, вот смотрите, начинается с дипломатии. Или умение услышать друг друга. И здесь, как по нарастающей, второй вариант – нам ложатся карты. Выбор делаете только вы. И это работа, достижения, это все сферы вашей жизни. А что же в личной жизни? Да тут тоже возможности, не упустить эту возможность. То по тузу Пентаклей, безусловно, материальная составляющая проходит. Это как мы маленькое зернышко садим в землю, чтобы в последующем денежное дерево вырастить. Начать как будто нужно с самого себя.
Время задавать вопросы, куда же я иду и что я хочу осуществить. И мечты практически сразу начинают сбываться. Или, ну, я не говорю мечты, так это может быть громко сказано, но вы видите варианты, каким образом это осуществить. Принцесса мечей. Вот 3D-измерение, да? Есть какой-то опыт, как у всех у нас. Это как мы себя бережем, или тот наш прежний опыт, который нам не дает ошибиться. Или мы можем что-то правильно проанализировать. Никуда не спешит принцесса мечей. Вообще первая карта – это про образ Медузы Горгоны, которая пострадала от своей наивности и где-то то, что она надеялась на кого-то. Поэтому тут нечего на кого-то надеяться. Все бери в бразды правления в свои руки. И третье измерение – это как подзорную трубу. Она смотрит, словно она видит, принцесса, немножко дальше, с того места, где она находится. Или она пытается эти самые горизонты расширить. Здесь, да, не замечтаться, безусловно. Для себя быть более прозорливым и внимательным, для того, чтобы и открыть, увидеть какую-то возможность, которая к вам приходит, и в то же время себя самого сохранять, укреплять одновременно свои позиции. Не делать и не ждать, опять же, что наступит тот день, когда все решится само. Все зависит, мои дорогие, от вас. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.